Урок 181. В чем ключ к счастью? Привет, Анна. В чем ключ к счастью? Ну это сложный вопрос, не так ли? Да, думаю, так оно и есть. Но мне очень интересно, что делает людей счастливыми? Что ж, я думаю, разные вещи делают счастливыми разных людей. Но одно я знаю точно. Что это такое? Счастье за деньги не купишь. Вы уверены? Я имею в виду, что с его помощью можно купить много вещей, которые делают людей счастливыми. Да, но все это временно. Истинное счастье исходит изнутри, а не из материальных благ. Ты заставляешь меня задуматься. Возможно, мне стоит сосредоточиться на внутреннем счастье. Определенно. И вы знаете, как говорится, счастье заразительно. Распространяйте радость. Ты прав. Давайте подарим немного счастья. Похоже на план. Урок 182. Как поживает ваша новая квартира? Привет, Анна, как твоя новая квартира? Отлично, Джон. Наконец-то я чувствую, что у меня есть свое собственное пространство. Это круто. Что тебе больше всего в этом нравится? Определенно, большие окна, пропускающие так много естественного света. А значит, вы наконец-то видите всю скопившуюся пыль. Эй, посмотрите. А если серьезно, мне было так приятно просыпаться при естественном освещении, а не под бликами моего телефона. Да, могу себе представить. И я уверен, что вам нравится иметь собственную кухню, верно? Абсолютно. Я готовил шторм. Теперь я, по сути, шеф-повар со звездой Мишлен. Что ж, в таком случае мне придется как-нибудь зайти поужинать. Тебе всегда рады, Джон. Только не ждите модных украшений или чего-то еще. Не волнуйся, Анна. Я здесь только за едой. Урок 183. Вы когда-нибудь замечали, что все происходит парами? Привет, Анна, ты когда-нибудь замечала, что все идет парами? Что вы имеете в виду? Что ж, подумайте об этом. Два глаза, два уха, две руки, две ноги. Даже наши легкие и почки объединены в пары. Да, это правда. Но почему это смешно? Не знаю, мне просто смешно, что все складывается вдвоем. Как будто во Вселенной есть страсть к симметрии. Думаю, да. Но дело не только в наших телах. Есть много вещей, которые можно купить в паре, например, обувь, перчатки, серьги и даже носки. Правильно. И не забывайте о соли и перце, арахисовом масле и желе, а также о Бэтмене и Робине. Хорошо, теперь вы просто ведете себя глупо. Ничего не могу поделать. Номер 2 меня так забавляет.
Что ж, должен признать, есть что-то приятное в том, что вещи идут в паре. Мне кажется, что все правильно. Именно так. Как будто у нас должно было быть всего два. Думаю, ты зашел слишком далеко, Джон. Возможно, вы правы. Но, по крайней мере, мы можем ценить мелочи жизни, верно? Полагаю, что да. До тех пор, пока вы не начнете считать все по две части. Урок 184. Как прошел ваш первый школьный день? Привет, Анна, как прошел твой первый школьный день? Это было немного ошеломляюще. У меня столько новых классов и учителей, которые я запомню. Не волнуйся, Анна. Уверена, вы быстро освоитесь. Надеюсь, что да. Но сейчас я чувствую себя потерянным щенком. Что ж, у меня есть решение для вас. Просто представь, что ты секретный агент, выполняющий сверхсекретную миссию. Вам нужно собрать информацию от всех классов и доложить об этом в штаб. Это довольно креативное решение, Джон. И это делает школу намного интереснее, вам не кажется? Да, думаю, так оно и есть. Но что если меня поймают? Именно на такой риск вы идете, будучи секретным агентом, Анна. Но помните, если вас поймают, все отрицайте. Не думаю, что это очень хороший совет, Джон. Хорошо, отлично. Просто придерживайтесь основ. Будьте внимательны в классе, делайте хорошие заметки и не забудьте взять с собой обед. Спасибо, Джон. Это гораздо более практичный совет. В любое время, Анна. Просто помните, что вы не одиноки. Мы все вместе участвуем в этой миссии секретного агента. Урок 185. Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы пожениться? Привет, Анна. Ты думала о том, чтобы когда-нибудь выйти замуж? Да, у меня есть. Но найти подходящего человека кажется непростой задачей. Я знаю, что вы имеете в виду. Но у меня есть решение. А правда? Каково ваше решение? Нам нужно просто создать приложение для знакомств для ленивых людей. Вместо того, чтобы проводить пальцем влево или вправо, вы просто нажимаете кнопку с надписью «Да, мне интересно» или «Нет, мне это не интересно». На самом деле это неплохая идея. Но как нам на этом заработать? Легко. Мы взимаем плату за нажатие кнопки «Да» и дарим кнопку «Нет» бесплатно. Не думаю, что это так работает, Джон. Эй, попробовать стоит. И кто знает, возможно, мы станем следующим большим событием в мире знакомств. Сомневаюсь, но это забавная мысль. Да, но если серьезно, я думаю, что поиск подходящего человека требует времени и усилий. Но в конце концов, оно того стоит. Согласен. И надеюсь, когда-нибудь мы оба найдем подходящего человека. В этом я не сомневаюсь, Анна.
Нам просто нужно продолжать проводить пальцем по экрану. Я имею в виду нажать кнопку «Да». Урок 186. Общались ли вы в последнее время со старыми друзьями? Привет, Анна, ты в последнее время говорила со старыми друзьями. На самом деле, раз уж вы упомянули об этом, я уже много лет не разговаривала со своим лучшим другом из начальной школы. Что ж, тебе стоит ей позвонить. Познакомьтесь со старыми временами. Не знаю, Джон. А если она меня не помнит? Просто скажите ей, кто вы. А если она все еще не помнит, притворись кем-то другим. Это ужасный совет, Джон. Хорошо, хорошо. У меня есть идея получше. Когда она ответит на звонок, просто скажите: «Это я, твоя любимая одноклассница». Так она будет точно знать, кто вы. Это немного странно, но мне нравится. Эй, иногда нужно быть немного глупым, чтобы заставить кого-то улыбнуться. Ты прав, Джон. Я позвоню ей прямо сейчас. Удачи, Анна. И помните, если ничего не помогает, притворитесь давно потерянным родственником. Урок 187. Бывали ли вы в последнее время в путешествиях? Привет, Анна, ты в последнее время бывала в путешествиях. Да, в прошлом месяце я ездила на Гавайи. Гавайи. Звучит потрясающе. Как все прошло? Скажем так, все прошло не совсем так, как планировалось. Что произошло? Ну, во-первых, мой рейс задержали на 6 часов. И когда я наконец добрался до Гавайев, все время шел дождь. Очень жаль. Удалось ли вам хотя бы кое-что интересное сделать? Не совсем. Единственное, что я сделала, это посетила плантацию ананасов. И даже это было немного не в восторге. Плантация ананасов. Кажется, это не самая интересная вещь. Да, расскажи мне об этом. Но самое приятное было, когда гид сказал: «Вот откуда берутся ананасы». И я просто хотела ответить: «Ни за что», я думала, что они пришли из супермаркета. Это забавно, Анна. По крайней мере, у тебя хорошее чувство юмора. Да, в таких ситуациях нужно найти юмор. Что ж, я уверена, что ваша следующая поездка будет намного лучше. Надеюсь, что да, Джон. Надеюсь, что да. Урок 188. Вам когда-нибудь казалось, что в жизни вам нужно больше? Анна, тебе когда-нибудь казалось, что тебе нужно больше в жизни? Что еще? Просто больше. Мол, больше азарта, больше приключений, больше удовлетворения. Думаю, каждый в какой-то момент так думает. Но что конкретно вы имеете в виду? Не знаю, мне просто кажется, что в жизни должно быть что-то большее, чем одна и та же рутина каждый день.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Но иногда именно мелочи могут сделать жизнь интереснее. Что нравится? Например, зайти в новый ресторан или исследовать новый район. Или просто попробуйте новое хобби или занятие. Да, думаю, ты прав. Но иногда мне кажется, что мне нужно что-то большее, что-то более значимое. Что ж, вы думали о волонтерстве или участии в деле, которым увлекаетесь? Я никогда об этом не думала. Но я не знаю, есть ли у меня время или энергия. Это понятно, но вам не нужно делать что-то грандиозное, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Даже небольшие добрые поступки могут оказать большое влияние. Знаете что, Анна? Ты прав. Возможно, мне просто нужно сосредоточиться на том, чтобы делать больше добра в мире. Это отличный образ мышления, Джон. И кто знает, возможно, это повлечет за собой захватывающие приключения. Мне нравится, как это звучит. Давай выйдем на улицу и сделаем больше добра в мире, Анна. Я полностью за это, Джон. Давайте сделаем мир лучше, шаг за шагом. Урок 189. Помните, как вы впервые поехали на велосипеде? Привет, Анна. Помнишь, как ты впервые поехала на велосипеде? Да, верю. Сначала я так нервничала, но потом мне стало очень весело. Помню, как впервые поехал на велосипеде. У меня это было ужасно получалось. Я так много раз падала. Да, поначалу бывает сложно. Но как только вы освоитесь, это просто прекрасное чувство. Определенно. Но помните ли вы, как впервые попробовали покататься на моноцикле? Я никогда не ездил на моноцикле, Джон. В самом деле. Я думала, что все хотя бы раз попробовали его. Нет, даже не пробовал. Что ж, вы не упустили многого. Это намного сложнее, чем ездить на велосипеде. Могу себе только представить. А если серьезно, всегда интересно пробовать что-то новое, даже если это просто что-то маленькое, например, катание на моноцикле. Согласен. Важно выходить из зоны комфорта и время от времени пробовать что-то новое. Возможно, в следующий раз мы оба попробуем вместе покататься на моноцикле. А боже, это должно быть интересно. Урок 190. Вы когда-нибудь носили очки? Привет, Анна, ты когда-нибудь носила очки? Да, у меня есть. Почему вы спрашиваете? Что ж, я уже подумывал о том, чтобы их купить. Как вы думаете, они заставляют людей выглядеть умнее? Не знаю об этом, Джон. Думаю, это зависит от того, кто их носит. Да, думаю, ты прав. Но мне всегда казалось, что они заставляют людей выглядеть более утонченно. Возможно, это потому, что вы ассоциируете их с профессорами или библиотекарями. Да, это правда.
Но как насчет тех людей, которые носят эти большие толстые оправы? Тебе не кажется, что они выглядят немного занудно? Думаю, все сводятся к личному стилю, Джон. Некоторые могут снять толстые рамы и придать им модный вид. Да, думаю, вы правы. Возможно, мне придется попробовать несколько разных стилей и посмотреть, какие из них мне подходят. И кто знает, возможно, они даже заставят вас выглядеть умнее. Эй, я приму всю возможную помощь в этом отделении. Урок 191, что-то потерял. Привет, Анна, ты когда-нибудь что-то теряла и часами искала, но находила это прямо перед собой? Да, думаю, мы все там бывали. Я сделала это только на прошлой неделе. Я потеряла телефон и разорвала всю квартиру, пытаясь найти его, но поняла, что он все время лежал у меня в кармане. Со мной такое тоже случалось. Как будто наш мозг автоматически предполагает, что оно находится где-то в другом месте. Именно так. И иногда, когда вы наконец находите то, что искали, вы чувствуете себя немного глупо. Да, но всегда приятно наконец-то найти его, как бы глупо вы не чувствовали себя. И еще хуже, когда вы ищете что-то, что находится прямо перед вами, но просто не видите этого. Я знаю, что вы имеете в виду. Иногда мне кажется, что мой мозг просто отключается, когда я что-то ищу. Как будто нам нужно вернуться в детский сад и поиграть в игру «Я шпион», чтобы отточить навыки наблюдения. Эй, возможно, это не такая уж и плохая идея. Это может быть интересный способ найти потерянные вещи. Да, и мы могли бы даже сделать из этого игру. «Я шпионю», утерянное и найденное издание. Теперь ты кое-что понял, Джон. Давайте начнем новый тренд. Урок 192. Вы когда-нибудь раздавали что-то бесплатно? Привет, Анна, ты когда-нибудь раздавала что-то бесплатно? Да, у меня есть. Почему вы спрашиваете? Ну, я собиралась раздать часть своей старой одежды, но не уверена, что она кому-то понадобится. Никогда не знаешь, Джон. Мусор для одного человека — сокровище другого. Надеюсь, что да. Но что, если я подарю то, что кому-то не нужно? Тогда они всегда могут использовать его в качестве тряпки или пожертвовать на благотворительность. Это правда. Но что, если я по ошибке раздам что-то действительно ценное? Тогда вы, возможно, пожалеете, Джон. Думаю, мне просто нужно быть осторожным с тем, что я раздаю. Но было бы неплохо подарить кому-то что-то бесплатно и устроить себе день. Так и будет. Кроме того, всегда полезно убрать беспорядок и избавиться от вещей, которые вам не нужны. Да, и, возможно, я получу за это хорошую карму. Или, по крайней мере, более чистый шкаф. Урок 193. Вы когда-нибудь возвращались в дом своего детства?
Привет, Анна, ты когда-нибудь возвращалась в дом своего детства спустя много лет? Да, у меня есть. Всегда интересно наблюдать за тем, как все изменилось. Я подумываю сделать это в ближайшее время. Интересно, все ли будет выглядеть так же? Что ж, не хочу вам об этом рассказывать, Джон, но, скорее всего, все будет выглядеть не совсем так, как вы их помните. Да, знаю. Но я всегда могу надеяться на ностальгию. Это правда. И кто знает, возможно, вы найдете спрятанные сокровища, о которых забыли. Было бы здорово. Но я немного боюсь наткнуться на старых соседей и не узнать их. Просто представь, что помнишь их и надейся, что они не зададут слишком много конкретных вопросов. Отличный план. И, возможно, мне даже удастся снова пережить старые воспоминания. В этом дух, Джон. Только не теряйтесь в прошлом. Никаких обещаний, Анна. Никаких обещаний. Урок 194. Вы когда-нибудь останавливались и задумывались о смысле жизни? Привет, Анна, ты когда-нибудь останавливалась и думала о смысле жизни? Да, у меня есть. Но иногда мне кажется, что лучше не думать об этом слишком сильно. Я знаю, что вы имеете в виду. Оно может быть довольно глубоким и ошеломляющим. К тому же жизнь и так достаточно сложна. Нам не нужно усугублять путаницу. Это правда. Но разве вы никогда не задавались вопросом, какова наша цель на этой планете? Что ж, Джон, думаю, наша цель — съесть пиццу и хорошо провести время. Мне нравится, как ты думаешь, Анна. А если серьезно, я думаю, что наша цель — просто наслаждаться жизнью и максимально использовать время, проведенное здесь. Да, вы правы. Жизнь коротка, поэтому мы должны сосредоточиться на том, что делает нас счастливыми. Именно так. А если ничего не помогает, просто помните, смех — лучшее лекарство. Не могу не согласиться с этим, Анна. Давайте будем смеяться по жизни. Урок 195. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы завести детей? Привет, Анна, ты когда-нибудь думала о том, чтобы завести детей? Да, у меня есть. Но я не уверена, что готова к такой ответственности. Я знаю, что вы имеете в виду. Но подумайте о том, какую радость и смех они приносят в нашу жизнь. Это правда. Но они также приносят много хаоса и беспорядка. Да, я это слышала. Но подумайте обо всех милых и забавных моментах, свидетелями которых мы могли бы стать. Это правда. Но что, если они окажутся маленькими монстрами? Тогда нам просто нужно будет инвестировать в некоторые хорошие методы модификации поведения. Мне нравится, как ты думаешь, Джон. Кроме того, подумайте обо всех игрушках, с которыми мы могли бы поиграть. Ты ничуть не облегчаешь задачу, Джон. Простите, Анна. Думаю,
это было бы увлекательное приключение. Да, вы правы. Это определенно будет приключение. Но думаю, я пока останусь тетей. Подойди себе, Анна. Больше игрушек для меня. Урок 196. Испытывали ли вы стресс на работе в последнее время? Привет, Анна, ты в последнее время испытываешь стресс на работе. Да, давление было довольно сильным. Не знаю, как долго я смогу этим заниматься. Я знаю, что вы имеете в виду. Но вы знаете, что говорят, когда жизнь дает вам лимоны, сделайте лимонад. Тебе легко это сказать, Джон. Тебе не нужно иметь дело с тем, что мой босс дышит тебе в шею. Верно, но у меня есть решение для вас. Вы пробовали представить себе своего босса в забавной одежде? Что вы имеете в виду? Например, представить его в костюме клоуна или пачки. Трудно воспринимать кого-то всерьез, когда вы представляете его в нелепой одежде. Не знаю, поможет ли это, но попробовать стоит. Поверьте, это работает. А если это не сработает, вы всегда можете попробовать спрятаться в шкафу с припасами на несколько минут. Не думаю, что моему боссу это пойдет на пользу. Верно, но, возможно, стоит уделить несколько минут тишины и покоя. Знаете что, Джон? Возможно, вы что-то нашли. Видите ли, я знала, что смогу помочь. Просто помните, что когда дела идут плохо, сложные становятся глупыми. Урок 197. Мой компьютер только что вышел из строя. Привет, Анна, что случилось? Ты выглядишь расстроенным. Мой компьютер только что сломался, и я потерял всю свою работу. Ну, по крайней мере, у вас есть повод отдохнуть и поиграть в пасьянс. Да, я уверена, что моему боссу понравится это оправдание. Или вы всегда можете обвинить в этом вирус. Это хитрые вещи. Не думаю, что мой босс тоже стал бы его покупать. Да, наверное, ты прав. Но с другой стороны, по крайней мере, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы выпить чашечку кофе и расслабиться на минуту. Ты прав, Джон. Иногда лучше сделать перерыв и очистить голову. Именно так. И кто знает, возможно, вашему компьютеру просто нужно было вздремнуть. Не думаю, что технологии работают так, Джон. Эй, никогда не знаешь. Это может стать новой функцией в следующем обновлении. Сомневаюсь, но это хорошая мысль. Видите ли, я знала, что смогу вас подбодрить. А теперь пойдем выпьем кофе. Урок 198. Попробовали ли вы это новое заведение для суши? Анна, вы уже пробовали новые суши-кафе на улице? Нет, у меня нет. Хорошо ли это? А чувак, это потрясающе. Я съел самый вкусный суши-ролл, который я когда-либо пробовал. В самом деле.
Что в ней было? Ну, он назывался петарда. В нем были креветки в темпуре, авокадо, пряный майонез и секретный ингредиент, на который я не могу понять. Секретный ингредиент. Интересно, что это может быть. Возможно, они вложили в это немного волшебства или что-то в этом роде. Да, должно быть, так оно и есть. Мне придется попробовать это на себе и посмотреть, смогу ли я попробовать волшебство. Поверь мне, Анна, вы не будете разочарованы. На самом деле, я уже планирую свой следующий визит туда. Урок 199. Мой сумасшедший дядя. Анна, я когда-нибудь рассказывал тебе о своем сумасшедшем дяде, который считает себя пиратом? Что? Пират. Да, он одевается в полный пиратский костюм с повязкой на глаз и попугаем на плече. Это забавно. Он действительно считает себя пиратом. Не уверена, но он определенно ведет себя как таковой. Он говорит с забавным пиратским акцентом и даже имеет пиратский корабль на заднем дворе. Ух ты, это настоящий персонаж. Вы когда-нибудь отправлялись с ним в пиратское приключение? На самом деле, у меня есть. Он пригласил меня и моих двоюродных братьев на поиски сокровищ у себя на заднем дворе. Это было так глупо, но мы были в восторге. Звучит очень весело. Вы должны пригласить меня в следующий раз. Эй, приятель! Приглашаем вас присоединиться к нашей пиратской команде в следующей охоте за сокровищами. Урок 200. Хочешь сегодня вечером пойти поужинать? Привет, Анна, хочешь сегодня вечером пойти поужинать? Конечно, это звучит как отличная идея. Куда ты хочешь пойти? Как насчет того нового итальянского заведения, которое только что открылось на улице? Я слышала, что у них потрясающие блюда из пасты. А я давно хотела попробовать это место. Но мы не можем просто съесть пасту, нам нужен еще и десерт. Согласен. Что вы задумали на десерт? А как насчет того, чтобы поделиться шоколадным лавовым тортом? Это моя слабость. Ах, значит, вы сладкоежка, да. Ничего не могу поделать, шоколад слишком хорош. Хорошо, но мы должны уберечь достаточно места для пасты. Мы не можем позволить десерту взять верх над ужином. Не волнуйтесь, я постараюсь сэкономить место для основного блюда. Пойдем побалуем себя углеводами и шоколадом. Добро пожаловать, подпишитесь на наш канал. Кроме того, мы поддерживаем несколько языков из других наших каналов.